Итак, всем доброго дня. Извиняюсь за опоздание, просто мы курьера ждали, что-то он слишком долго ехал. Вот, и поэтому в итоге немного позже начинаем. Яну я сегодня отпустила, у нее очень много дел, она там раскладывает наши травы, свечи по местам. Поэтому она сегодня займется делами. Я с вами проведу, он там зажигает траву. Ну, зима закончилась. Теперь столько всего привести в порядок. Двор вообще. Вернуться к жизни, понимаешь. Вот поэтому я никогда не хотела, чтобы у меня был даже маленький огород. Это такая морока. Ой. Итак, друзья мои. У меня вот огород, весь лес мне хватит. Постепенно начинается лето. Природа воскрешает. Жизнь, смерть, жизнь. Так устроено мироздание. И так будет всегда. Ничего не поделаешь. Кто-то умирает, кто-то живет. А кто-то умирает ради нас. Сейчас я попрошу ее взять спички, чтобы зажечь. Забыла я в суматохе. Вы пока собирайтесь. Да, еще раз напомню, можете алтари фотографировать, потом отправить Яне. Мы красивые алтари внедряем в наши книги. Так, сейчас я попрошу у нее спичку. Все, извиняйте, у нас тут целый двор. Так, все, наверное, зажигать не буду. Пока вот таким образом. Надеюсь, успели. Если не успели, можете просто повторить, в принципе. Но сработает процентов на 40. Потому что это все же ритуалы. И их положено проводить так, как положено. Ритуал – это определенный тип поклонения силам. Понимаете? Им нравится, когда люди проводят ритуалы. Это поклонение, это просьба, это показать свое уважение, почтение к силам, которые руководят, по сути, нашей судьбой. Именно поэтому издревле к ритуалам относились очень серьезно и придавали им огромную значимость. Почему мы совместно проводим, хочу, чтобы поняли люди, те, которые новички, может, еще. Дело в том, что когда совместно, воедино собирая свою энергию, направляем в одну силу, да, в один источник, то... Так, подождите. Еще нужно. Эффект намного сильнее происходит. Сейчас. Они у нас тут ленивые. Пока еще не читаю чат, но... Так. Все. Думаю, достаточно. Ой.
хотела с вами провести. Как раз уже мы переступаем в летний период. И хорошо бы в это время обновлять свою энергию, обновлять силы удачи. Это все нам очень, очень кстати в начале года. Итак, начнем. Да, у нас красивый алтарь. Это у нас Яна старается. Я последние 3 года как-то все некогда. Слишком большая загруженность. Ну, в Коми тоже, наверное, еще пока зима. У нас Россия огромная, в разных частях по-разному все происходит. Так, друзья мои, нас в чате 2000 человек, если точнее 2062. Это активные только, ну, то есть кто сидит, кто заходит, выходит, смотрит, их намного больше, как правило. Да, так, и начинаем. Значит, напомню еще раз, под роликом, где я объявляю про эфир, там под роликом есть тексты ритуалов. Аня скинула. Спасибо ей большое, чтобы мы имели возможность, у кого нет. Мне сегодня, конечно, стало очень интересно читать некоторые вещи. Там женщина одна написала: к сожалению, у меня нету этих заговоров. Что значит, у меня нет заговоров? А у кого они есть? Я что, специально по почте всем отправляю? Что за глупость вообще? Вы сидите на моем канале. Что за ерунда? А у меня, к сожалению, их нет. Вы вообще, ну, вот просто читаешь такую ерунду и думаешь, ну, люди соображают, что несут реально. Ну, это глупо. Ни у кого персонально их нет. То есть никому не отправили домой. Но они есть на канале, они есть под роликами, они есть на сайте, они есть в книгах, много где еще. Так, у кого нет звука, перезагружайте. И каждый раз, пожалуйста, не нужно одно и то же мне действовать на нервы. Я не могу приехать в ваш город и исправить ваш интернет. И нет звука, значит, перезагружайте. Значит, включите, выключите интернет. Еще раз посмотрите. Так, вот сейчас думаю, с какой именно начать. Так, давайте начнем. Золотой идол. Подготовьтесь, золотой идол. Если у вас есть книга «Мудрый ворон», то 205-я страница. Ну, вот эта вот книга. Надеюсь, помните. 205-я страница. Если нет, значит, нашли. Если не нашли, открывайте ролик вот предыдущий, где объявление о прямом эфире, и находите под роликом все тексты. Итак, пожалуйста, когда начнем читать заговор, не пишите ничего, не отвлекайтесь. Просто со мной повторяйте заговор. Наверное, мы с вами прочитаем 6 раз, по 6 раз заговоры. И я вам еще раз напомню, что когда мы проводим вместе совместные ритуалы, они имеют огромное значение, потому что мы соединяем воедино много энергии. Соединяем нашу энергию. И, следовательно, у нас получается некий прорыв, понимаете? Вот я понимаю, что иногда хочется, чтобы мы почаще проводили прямые эфиры, но вы меня тоже поймите, я не могу выжить себя просто окончательно. За эти последние годы вы не представляете, сколько сотен тысяч и приходили и находили пропавших людей и ставили защиту. Я практически, можно сказать, о себе забыла в эти годы, поэтому мне и восстановиться нужно, ну и своими делами заниматься. Но
время от времени очень буду стараться вам дать эти ритуалы, проводить с вами прямые эфиры, потому что они имеют огромное значение. Они действительно дают прорыв. Вот те люди, которые серьезно относятся к своей судьбе, к своим переменам, люди, которые серьезно относятся вообще не просто к магии, ну, берутся за себя всерьез. У этих людей очень много меняется в жизни на самом деле. А люди, которые, знаете, ну, получится, получится, может, да, может, нет, ну, не знаю, может получится, может, не знаю еще, попробую. Это не дело, друзья мои. Так вы ничего никогда не добьетесь. Старайтесь как можно чаще участвовать, насколько у вас возможности есть. Тем более, что мы живем сейчас в такой век, когда интернет существует, да, мы сейчас можем, сидя в Австралии, в Америке, в Грузии, в России, да где угодно, во всем мире мы можем с вами вместе вот так сидеть и как бы провести один ритуал. Ну, когда вообще в истории человечества, нашей цивилизации, до нас тоже были цивилизации, я об этом говорила, помните мою лекцию «Как гибли цивилизации»? Были цивилизации намного продвинутые, чем мы с вами. Мы осколки тех цивилизаций, мы носители, и наши языки, на котором мы разговариваем, это дошедшие до нас, выжившие языки с тех цивилизаций, и тот тысячи раз деформированные. Быть может, русский язык, например, 3-4 цивилизации назад, он наверняка существовал, но если вы услышите русский язык того времени, может быть, вы просто вот обомлеете от того, что, насколько он отличается от сегодняшнего языка. Мы даже далеко не надо ходить элементарно 200 лет назад, как русский звучал, как сегодня, да? Но что говорили 200 лет назад, еще мы более-менее можем понять. А вот, например, из письма Ивана Грозного ни черта не понятно. Хотя у него вот очень чистый язык. Но я-то могу понять определенную часть, но человек неискушенный, не знающий старорусский, вообще не поймет. Вот. То есть наша цивилизация дала нам сейчас возможность быть вместе. Надо использовать эту возможность. Почему бы нет? Использовать как бы и идти вперед. Вот только вот представьте, насколько страшно становится, когда вот представляешь, что лет, ну вот где-то 10-12 миллионов лет назад люди также сидели перед телевизорами, да, летали на самолетах, представляете, сидели в кафе, в барах, а потом это все исчезло. И наша цивилизация тоже идет к этому. Идет фильтрация, идет очищение человеческой расы. Мы же видим, что люди с годами глупеют. Казалось бы, эти новые технологии должны сейчас сделать людей намного разумнее, намного более образованнее, что ли. Да, образованные, но глупости не пишем, пожалуйста, никакой текст никуда не пропал. Люди образованнее стали, но это не значит, что разумнее. Понимаете, в древние времена, может, были неграмотные люди, но они понимали, когда будет дождь, когда будет солнце, погоду могли прочитать по небесным явлениям. А сейчас вот вроде все есть, а человек на глазах просто глупеет абсолютно. Все за него делает робот. Итак, золотой идол. Я надеюсь, что подготовили. Еще раз напомню, можете свои алтари потом отправить Яне. Мы их потом соберем красиво, выставим. Да и вообще мы в книгах показываем алтари наших зрителей. Начнем. Все, перестаем писать и начинаем за мной повторять. Три горы золотые, а между тех гор золотая скала. На скале золотой стоит идол золотой.
тот идол с золотыми глазами, и тот идол с золотыми руками. На кого рукой укажет, того золотом наградит. За кого он возьмется, у того золото не переведется. У того деньга к рукам прилипнет. И служат тому идолу духи богатства. Рухан, Нарон, Адикал, Арты, Стин, Даг, Атан. Идол золотой тех духов ко мне отправляет и дает им наказ, чтобы они мне отдали ключи булатные да замки укладные. Затем замком богатство хранится. И все это богатство мне покорится и будет мне служить. Истинно так, заклято. Складно получилось, красиво. Я тоже иногда любуюсь своими работами. Мне приятно, что это глубокие и сильные работы. Так, дальше пойдем. Еще раз читаем. 3 горы золотые, а между тех гор золотая скала. На скале золотой стоит идол золотой, тот идол с золотыми глазами, и тот идол с золотыми руками. На кого рукой укажет, того золотом наградит. За кого он возьмется, у того золото не переведется. У того деньга к рукам прилипнет, и служат тому идолу духи богатства. Рухан, Нарон, Адикал, Арты, Стин, Даг, Атан. Идол золотой тех духов ко мне отправляет и дает им наказ, чтобы они мне отдали ключи булатные да замки укладные. Затем замком богатство хранится, и все это богатство мне покорится и будет мне служить. Истинно так, заклято. 3 горы золотые, а между тех гор золотая скала. На скале золотой стоит идол золотой, тот идол с золотыми глазами, и тот идол с золотыми руками. На кого рукой укажет, того золотом наградит. За кого он возьмется, у того золото не переведется. У того деньга к рукам прилипнет. И служат тому идолу духи богатства. Рухан, Нарон, Адикал, Арты, Стин, Даг, Атан. Идол золотой тех духов ко мне отправляет. И дает им наказ, чтобы они мне отдали ключи булатные, да замки укладные. Затем замком богатство хранится. И все это богатство мне покорится и будет мне служить. Истинно так, заклято. 3 горы золотые, а между тех гор золотая скала. На скале золотой стоит идол золотой, тот идол с золотыми глазами, и тот идол с золотыми руками. На кого рукой укажет, того золотом наградит. За кого он возьмется, у того золото не переведется, у того деньга к рукам прилипнет. И служат тому идолу духи богатства. Рухан, Нарон, Адикал, Арты, Стин, Даг, Атан. Идол золотой тех духов ко мне отправляет и дает им наказ, чтобы они мне отдали ключи булатные, да замки укладные. Затем замком богатство хранится. И все это богатство мне покорится и будет мне служить. Истинно так. Еще раз прочитаем. 3 горы золотые, а между тех гор золотая скала. На скале золотой стоит идол золотой, тот идол с золотыми глазами, и тот идол с золотыми руками. На кого рукой укажет, того золотом наградит. За кого он возьмется, у того золото не переведется. У того деньга к рукам прилипнет. И служат тому идолу духи богатства. Рухан, Нарон, Адикал, Арты, Стин, Даг, Атан. Идол золотой тех духов ко мне отправляет и дает им наказ, чтобы они мне отдали ключи булатные да замки укладные. Затем замком богатство хранится, и все это богатство мне покорится и будет мне служить. Истинно так, заклято. Надеюсь, все успели. Теперь ищем второй заговор. Моя верная фортуна. Если черный ворон, мудрый ворон,
210 страница. Ну, а так, может быть, кто нашел и переписал или отсканировал. Ой, я скрынил, что я говорю-то. Начинаем. Моя верная фортуна. Напоминаю, второй заговор у нас с вами. Моя верная фортуна, славься, будь благословенна. Пусть стекаются вместе богатства реки, вместе соединяются удача и благо, и радуют меня. Моя верная фортуна, славься, будь благословенна. Пусть стекается ко мне родник благополучия. Пусть окружит меня почет и признание, слава и людская любовь. Моя верная фортуна, славься, будь благословенна. Дай мне все, что я прошу. Потоки масла и молока, и медовые берега. Да будет так. На столах явства, в сундуках меха, в закромах золота, серебро и каменья. Много денег, много обновы, дары отовсюду. Стекайся, богатство, стекайся, богатство, стекайся, богатство. Я все принимаю, я все забираю. Мне это все нужно. Я готова к богатой жизни. Приди, благополучие. Моя верная фортуна, славься, будь благословенна, да свершится. Хочу сказать, что все хотят богатства, не все готовы принимать. Это иногда пугает, это иногда большая ответственность. И с одной стороны мы хотим богато жить, с другой стороны внутренний страх это не дает. Вот чтобы этого не было, нужно раскрыться для сил и сказать, что ты готова и ты согласна быть богатой. Еще раз читаем. Не обращайте внимания, это у нас собаки тут. Люди начали ходить уже рядом. Гуляют там на велосипедах, и вот они летят туда-сюда. Начнем. Моя верная фортуна, славься, будь благословенна. Пусть стекаются вместе богатства реки, вместе соединяются удачи и благо, и радуют меня. Моя верная фортуна, славься, будь благословенна. Пусть стекается ко мне родник благополучия, пусть окружает меня почет и признание, слава и людская любовь. Моя верная фортуна, славься, будь благословенна. Дай мне все, что я прошу. Потоки масла и молока, и медовые берега. Да будет так. На столах явства, в сундуках меха, в закромах золота и серебро. И каменья. Много денег, много обновы, дары отовсюду. Стекайся, богатство, стекайся, богатство, стекайся, богатство. Я все принимаю, я все забираю, но мне все это нужно. Я готова к богатой жизни. Приди, благополучие. Моя верная фортуна, славься, будь благословенна, да свершится. Моя верная фортуна, славься, будь благословенна. Пусть стекаются вместе богатства реки, вместе соединяются удачи и благо, и радуют меня. Моя верная фортуна, славься, будь благословенна. Пусть стекается ко мне родник благополучия, пусть окружает меня почет и признание, слава и людская любовь. Моя верная фортуна, славься, будь благословенна. Дай мне все, что я прошу. Потоки масла и молока, и медовые берега. Да будет так. На столах явства, в сундуках меха, в закромах золота, серебро и каменья. Много денег, много обновы, дары отовсюду. Стекайся, богатство, стекайся, богатство, стекайся, богатство. Я все принимаю, я все забираю, мне все это нужно. Я готова к богатой жизни. Приди, благополучие. Моя верная фортуна, славься, будь благословенна, да свершится. Еще раз. Моя верная фортуна, славься, будь благословенна. Пусть стекаются вместе богатства реки, вместе соединяются удачи и благо, и радуют меня. Моя верная фортуна, славься, будь благословенна. Пусть стекаются ко мне родник благополучия, пусть окружает меня почет и признание, слава и людская любовь. Моя верная фортуна, славься, будь благословенна. Дай мне все, что я прошу.
потоки масла и молока, и медовые берега. Да будет так. На столах явства, в сундуках меха, в закромах золото, серебро и каменья. Много денег, много обновы, дары отовсюду. Стекайся, богатство. Стекайся, богатство, стекайся, богатство. Я все принимаю, я все забираю. Мне все это нужно. Я готова к богатой жизни. Приди, благополучие. Моя верная фортуна, славься, будь благословенна, да свершится. И еще последний раз прочитаем. Моя верная фортуна, славься, будь благословенна. Пусть стекаются вместе богатства, реки. Вместе соединяются удачи и благо, и радует меня. Моя верная фортуна, славься, будь благословенна. Пусть стекается ко мне родник благополучия. Пусть окружает меня почет и признание, и слава, и людская любовь. Моя верная фортуна, славься, будь благословенна. Дай мне все, что я прошу. Потоки масла и молока, и медовые берега. Да будет так. На столах явства, в сундуках меха, в закромах золото, серебро и каменья. Много денег, много обновы, дары отовсюду. Стекайся, богатство, стекайся, богатство, стекайся, богатство. Я все принимаю. Я все забираю, мне все это нужно. Я готова к богатой жизни. Приди, благополучие. Моя верная фортуна, славься, будь благословенна. Да свершится. Замечательно. Теперь переходим к другим заговорам. Они у нас в золотой книге. Ну и есть, естественно, и на сайте, и в роликах. Понятное дело. Оно везде есть. Просто в книге, если книга, то золотая книга. На великое богатство, 93-я страница. Хочу вам сказать про этих духов. Я про них рассказывала, но все же немного обновлю. Духи богатства. Когда-то в одной стране один царь обидел чародея, и за это на его страну наслали проклятие. А мы знаем, что сказки ложь, да, в ней намек, что на самом деле все имеет какую-то определенную почву. Быть может, и действительно это было. Есть различные версии про одну из африканских стран, где потом правитель этой страны стал самым богатым человеком. И народ начал очень плохо жить. Друг за другом начались бедствия, засуха. Люди голодали. И тогда один из колдунов сказал царю, посоветовал подняться на гору, принести жертву. Ну, принести в жертву имеется в виду не человека и не животное, а принести там, пожертвовать фруктами, овощами, зажечь огни и призвать этих духов, которые смилуются и помогут ему пережить эту трудность и вернут благополучие своей стране. И он это сделал. И после этого страна стала жить богато за короткое время. И тогда он приказал этим духам везде ставить жертвенники, изваяния, поклоняться и благодарить. Вот оттуда эти духи, собственно, из глубины веков и тысячелетий к нам с вами пришли. Поэтому, если составить заговор и призвать этих духов и знать правильно, как с ними работать, естественно, оно будет получаться. И вы помните, да, в Библии, собственно говоря, Библия, которая переписана из шумерских текстов, из древнеегипетских, по сути, там что сказано? Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богом. Вот Слово. Многие просто считают, что Слово, сказанное, чем может помочь заговорное слово? Это просто слова произносить, что-то там случается. А ведь случается, ведь вы же все свидетели на самом деле этого. Я не говорю сейчас вот о том,
сколько перемен бывает после того, как у людей, ну, когда люди начинают читать и проводить. Я даже не о том говорю. Я говорю о том, что каждый из нас знает, слышал, или каждого из вас вели за руку к бабушке заговаривать грыжу, заговаривать страх, заговаривать еще что-нибудь. И ведь оно исчезало. Ведь она там несколько раз провела пальцем, что-то сказала. Ну, это же... Да, здравствуй, Ольга. Это же говорит о том, что ну, именно слово обладает могуществом и силой. Кто владеет словом, тот владеет умами. Это римляне говорили еще. Вот о чем. Так что, да. Итак, на великое богатство начинаем читать с вами. Прочитаем с вами 3 раза. Достаточно, это очень сильный заговор. И достаточно прочитать и 3 раза, собственно говоря. Итак. Внимание, начинаем. На великое богатство. Читаем со мной вместе заговор. Я на крыше сижу, я корысти гляжу. Немного посижу, еще погляжу. Глядь да глядь, корысть на двор, деньги на стол. Имена 7 духов богатства знаю, их и призываю. От них богатство получаю, да имущество заимею. Богатею, верю, знаю. Рухан, Нарон, Адикал, Артист, Индак, Атан. Идет боярин со своей хором. Шубы на нем, да меха на нем. Золото да жемчуга. Одно да на 100 тысяч рублей, а другое да на 1 миллион. И шубам его, и мехам его цены нету. А цена-то ей у царя в казне, да в золотом ларце. Как имя тому боярину? А тот боярин я, и доля богатая отныне моя. Имена 7 духов богатства знаю, их и призываю. От них богатство получаю, да имущество заимею. Богатею, верю, знаю. Рухан, Нарон, Адикал, Артист, Индак, Атан. Слава богам на небе, слава, а на земле нам слава, чтобы нам богатеть да почет всюду иметь, чтобы дорогие одежды носить, чтобы народ нами любовался, чтобы всякий достойный с нами знался. Славу богам воспоем, им честь и хвалу воздаем, а сами ходим царьками да князьками, с богатыми дарами да полными сундуками. Имена 7 духов богатства знаю, их и призываю. От них богатство получаю, да имущество заимею. Богатею, верю, знаю. Рухан, Нарон, Адикал, Артист, Индак, Атан. Там река золотая Яуза, да изумрудные берега, да алмазные дома. Там живут мужики да бабы, извиняюсь. Богатые да знатные, гребут золото лопатами да серебро лукошками. Я там поселюсь, одной из них стану. Грести золото лопатой не устану. Имена 7 духов богатства знаю, их и призываю. От них богатство получаю, да имущество заимею. Богатею, верю, знаю. Рухан, Нарон, Адикал, Артист, Индак, Атан. Да будет так, и так будет. Отныне и до веку. Заклято. Ой, извиняюсь, меня тут собаки отвлекают. Бегают туда-сюда. Еще раз. Я на крыше сижу, я корысти гляжу. Немного посижу, еще погляжу. Глядь да глядь, корысть на двор, деньги на стол. Имена 7 духов богатства знаю, их и призываю. От них богатство получаю, да имущество заимею. Богатею, верю, знаю. Рухан, Нарон, Адикал, Артист, Индак, Атан. Идет боярин со своим хором. Шуба на нем, да меха на нем. Золото да жемчуга. Одно да на 100 тысяч рублей, а другое да на 1 миллион. И шубам его, и мехам его цены нету, а цена-то ей у царя в казне, да в золотом ларце. Как имя тому боярину? А тот боярин я, и доля богатая отныне моя. Имена 7 духов богатства знаю, их и призываю. От них богатство получаю, да имущество заимею. Богатею, верю, знаю. Рухан, Нарон, Адикал, Арти, Стин, Дак, Атан. Слава богам на небе, слава, а на земле нам слава.
чтобы нам богатеть да почет всюду иметь, чтобы дорогие одежды носить, чтобы народ нами любовался, чтобы всякий достойный с нами знался. Славу богам воспоем, им честь и хвалу воздаем, а сами ходим царьками да князьками, с богатыми дарами да полными сундуками. Имена семи духов богатства знаю, их и призываю, от них богатство получаю, да имущество заимею, богатею, верю, знаю. Рухан, Нарон, Адикал, Артист, Ин, Даг, Атан. Там река Золотая Яуза, да изумрудные берега, да алмазные дома. Там живут мужики да бабы богатые да знатные, гребут золото лопатами да серебро лукошками. Я там поселюсь, одной из них стану, грести золото лопатой не устану. Имена семи духов богатства знаю, их и призываю, от них богатство получаю, да имущество заимею, богатею, верю, знаю. Рухан, Нарон, Адикал, Артист, Ин, Даг, Атан. Да будет так, и так будет, отныне и до веку. Заклято. Еще раз читаем. Здесь в этих словах, в этих заговорах есть огромное количество ключей. Это ключи в магии. Откройте, посмотрите мою лекцию. Огромное количество, которые срабатывают и которые действуют как магнит, притягивая богатство, достаток. Понимаете, вам может показаться, что просто красивые слова, какие-то там символы богатства указаны. А на самом деле здесь очень много ключей. Именно и называется на великое богатство. Оно приводит больше и больше, поднимает по лестнице человека, по лестнице судьбы. Еще раз начинаем. Я на крыше сижу, я корысти гляжу. Немного посижу, еще погляжу. Глядь да глядь, корысть на двор, деньги на стол. Имена семи духов богатства знаю, их и призываю. От них богатство получаю, да имущество заимею. Богатею, верю, знаю. Рухан, Нарон, Адикал, Артист, Ин, Даг, Атан. Идет боярин со своих хором. Шуба на нем, да меха на нем, золото да жемчуга. Одно да на 100 000 рублей, а другое да на 1 000 000. И шубам его, и мехам его цены нету, а цена-то ей у царя в казне, да золотом ларце. Как имя тому боярину? А тот боярин я, и доля богатая отныне моя. Имена семи духов богатства знаю, их и призываю. От них богатство получаю, да имущество заимею. Богатею, верю, знаю. Рухан, Нарон, Адикал, Арты, Стин, Даг, Атан. Слава богам на небе, слава, а на земле нам слава. Чтобы нам богатеть да почет всюду иметь, чтобы дорогие одежи носить, чтобы народ нами любовался, чтобы всякий достойный с нами знался. Славу богам воспоем, им честь и хвалу воздаем, а сами ходим царьками да князьками, с богатыми дарами да полными сундуками. Имена семи духов богатства знаю, их и призываю, от них богатство получаю, да имущество заимею. Богатею, верю, знаю. Рухан, Нарон, Адикал, Артист, Ин, Даг, Атан. Там река Золотая Яуза, да изумрудные берега, да алмазные дома. Там живут мужики да бабы богатые, да знатные, гребут золото лопатами, да серебро лукошками. Я там поселюсь, одной из них стану, грести золото лопатой не устану. Имена семи духов богатства знаю, их и призываю, от них богатство получаю, да имущество заимею. Богатею, верю, знаю. Рухан, Нарон, Адикал, Артист, Ин, Даг, Атан. Да будет так, и так будет, отныне и до веку. Заклято. Надеюсь, все успели. Так. И опять с этой книги «Открыть денежные потоки». 97-я страница. Немного придем в себя, потому что это сильные заговоры, и голова может закружиться. Но ощущение такое, как будто тебя пронизывает такая вот вибрация прям внутри, крутит какой-то
ну, не знаю, как воронка, что ли, что-то в этом роде. И тем более, когда столько людей проводят вместе, нас с вами уже более 3000. Вот. И потом можете потом, через некоторое время, когда уже у вас действительно вот наступит такая перемена денежная, очень весомая, как правило, после этого наступает, напишите о результатах. Я думаю, что мы все за вас порадуемся. Так, открыть денежный поток. Так, Зена, давай иди. Иди. Здесь техника применяется африканской магии. Здесь применяется техника африканской магии. Вот то, что мы сейчас с вами прочитаем. Призыв и разговор с мирозданием, с природой. У меня вопрос к вам. Я забыла. У меня записано, я сейчас не помню, я сняла или нет. Вечерний или ночной намаха. Я еще не снимала, и у меня только утренний намаха. И еще есть аяты мироздания. У нас, по-моему, 2, правда? Я просто не помню, сколько я сняла и сколько еще не... Я иногда готовлюсь снять, потом не получается, и я уже не помню, я снимала или не сняла. Не хочется повторять. 4 аята. Все замечательно. 4 или 3? Ну, я проверю. Нет, не 2, Валентина, больше. Да, 4 аята мироздания. Они очень помогают. Они помогают исцелять вообще человека изнутри, привести его в такое нормальное состояние, вернуть равновесие духовное. Понимаете, оно тоже немаловажно, не только материально. Материально я говорю вам, потому что когда человек материально независим, ну, как бы сказать, язык подлиннее становится, ты уже не обязана никому. Ну вот согласитесь, мы даже со своими родителями не сможем ужиться уже в таком возрасте. Нам тяжело, потому что у нас свой график, своя жизнь. Может, где-то и неправильно что-то, но наша жизнь. Мы такие, мы сейчас так привыкли. И вот приходят и начинают как бы читать нотации. Вот надо так, надо это. А когда ты независимый человек, даже родители над тобой не властны, никто не властен, понимаете? Потому что человек независим. И женщина должна быть независима от мужчины. Она должна либо быть обладательницей части дома или всего дома, или у нее должен быть отдельный дом, жилье. И я объясню почему. Стремитесь к этому. Отдадите, в конце концов, своим детям, если вам не понадобится. Но должно быть, потому что у женщины дом отца, дом мужа. Понимаете? И она всю себя отдает мужу, детям, всю свою молодость, красоту, вот самые такие годы сильные. А я вам объясняю, что у нас самые плодотворные годы это 15-20 лет. А потом это постепенно, как бы вам сказать, ты уже поддерживаешь то, что сделала, но столько, сколько ты за эти годы сделаешь, ты потом не сделаешь, у тебя уже ни энергии нет. Ну вот они самые плодотворные, больше всего идей, все это воплощается в эти годы. Все люди создают свои концерны, корпорации, там, книги, вот в этом возрасте пишутся. И дальше нужно, нельзя никогда уходить на пенсию, нельзя никогда говорить, все, я уже с внуками буду нянчиться. Вы сразу же постареете, вы сразу до конца своей жизни, до последней минуты надо быть в деле, надо работать, надо создавать. Кто-то там, собаки мои растревожились. Ну ладно, кто-то ходит. И поэтому, смотрите, давайте глупость не писать, ладно? Не получается, ищите причину в себе, что хотите, но так не получается. Ну, мало ли что. Не получается, нужно делать так, чтобы получилось. Желание надо иметь для этого.
И когда у женщины есть свое, есть свое жилье, есть свой источник дохода, карьера, в конце концов, понимаете, она уже имеет право слова. А иначе она никто. Она в доме мужа, в доме отца. Вот поэтому многие мужчины пользуются ситуацией. Конечно, порядочный мужчина не должен смотреть на то, есть у моей жены там имущество или нету, надо ее угнетать или нет. Но дело не в этом. Дело в том, что когда человек несчастен, понимаете, и братья, и сестры, и родственники, все над тобой командуют. Потому что видят тебя, ну, как бы, каждый человек хочет над слабым верховодить, понимаешь? И на работе так. И поэтому мой вам совет, никогда не жалуйтесь, ничего, решайте проблему молча, спокойно, все хорошо, все нормально, спасибо, все нормально, все хорошо, а у вас как дела? Вот, да, пойдет, да нормально все, да ничего страшного. Вот, не дайте им повод, даже малейший, видеть вашу слабость, боль. Потому что, ну, мы сами такие все, понимаете, мы тоже перестаем уважать очень слабого, ничтожного человека. Если при нас постоянно приходит про своего мужа, он такой, он сякой, он это все, и в конце концов нам это надоедает, и мы говорим, ну, в конце концов, разводись с этим человеком, ну, мы уже посоветовали, помогли, объяснили. Но если он плохой, разводись, что ты каждый день, мне что, своих проблем нет. Надоедает, понимаете? А есть люди, которые специально скидывают на нас свои проблемы. Вот и откройте там профессиональные плакальщицы. Есть у меня тема. И посмотрите, и вы поймете, узнаете там своих подруг. А они каждый день плачут, все у них плохо. Ой, да не могу, ой, нехорошо, и так тяжело, и все. Ты переживаешь, ты дома срываешься на своих домочадцев, потому что ты нервничаешь, человек пришел, тебе жалуется, вот ей тяжело, вот не может справиться. А этот человек нормально плачет, потом машину купили, плачет, квартиру купили, плачет, пошли бриллиантовые там какие-то кольца и украшения купили. И вот плачет, и ты понимаешь, что у нее все хорошо становится, а у тебя плохо. Она тебе скидывает это все, отдает тебе, на, забирай, мне плохо, на, кушай на здоровье. Понимаете, для этого есть психологи. И психолог тебе не родной, не близкий человек. Он тебя выслушал с профессиональной точки зрения, дал совет. Для этого есть ведьмы, они не принимают близко к сердцу твою боль. Да, пропускают, да, им не просто это все, но они профессионалы этого дела. Они не делают твою трагедию своей, это для них работа. А эти люди ищут жертву, выпить, повампирить, понимаете, поплакать. И вот они, когда ты их пресекаешь или там строго говоришь, все, хватит при мне плакать, хорош, они перестают с тобой дружить и начинают искать другую жертву. Потом видишь, вон подружилась с кем-то, каждый ходит туда-сюда, а потом эта женщина там лишилась работы и еще что-то, а у этой опять дальше все хорошо и все прекрасно. Она изливает все это туда, отдает на, ешьте на здоровье, понимаете, а у него все хорошо. И не сидите никогда рядом с этими бабушками, понимаете? Вот, чтобы Горбачев провалился, да Советский Союз развалить, да чтобы этот сдох, да чтобы эти проклятые депутаты. Я не говорю, что они хорошие, эти депутаты, но каждый день вот это нытье, это энергию, ты создаешь вокруг себя энергию горя, черноты, безнадеги, понимаете? Это очень тяжело. Я на самом деле очень чувствительный человек, и я очень тяжело переношу человеческие трагедии, все, что в мире случается. Но в любом случае я оптимист. Я понимаю, что все это проходит. Это все, к сожалению, исторические процессы. И это всегда было во все века. Надо этот момент просто перетерпеть. А когда вот сядешь туда, знаете, полчаса с ними посидишь, и все, и у тебя и чесотка оказывается, и какие-то там бактерии, и чего только не бывает. Да, вот одним словом, вот так вот. Так, мои собаки тут, ой, дразнят пусика. Он аж весь там на них замучился тявкать. Все, переходим к следующему ритуалу. Открыть денежные потоки.
Значит, я выставляла только утренние намаха и 4 аята мироздания. Все. Значит, те еще не выставляла. Потому что я разложила их рядом и думаю, я снимала или нет, я уже не помню. Все, буду знать. Давайте начнем. Еще раз повторю, открыть денежные потоки. Это если книга, то золотая книга, 97 страница. Ну, 98, если правильно, на той стороне заговор. Да что же вы тут делаете? Зена, идите туда. Все, иди там играй. Копаются и копаются, как кроты. Начнем. Ой. Ой. О, стекайтесь, реки, воедино. Реки богатства с юга, с запада, с севера, с востока. Открываю я именем Вышнего все истоки богатства и призываю их стекаться ко мне. Придите на мой зов, денежные силы, примите жертву мою, возрадуйтесь моему призыву. Пусть стекаются вместе реки золота и серебра, реки масла и меда, алмазные реки, стекайтесь воедино. Именем Вышнего я призываю богатство, стекайся ко мне. О, пусть я стану главою богатства, не покидай меня, устроитель, держатель и поддерживатель. Да будет со мною щедрость мироздания. О, стекайтесь, золотые реки, воедино, реки меда и масла, алмазные потоки. Стекайся, река богатства, ко мне. Откройтесь, денежные истоки, оживись, 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 сила денежная и поток денежный. Через силу магии и моим могучим заклинанием Вселенная, услышь меня. И силы вселенские придут в движение, и откроется денежный поток. Озолоти меня, обогати меня, и да будет поток денег стекаться ко мне. Истинно так. Когда мы читаем здесь, вот так нужно делать, как при намазе делают. Это древняя вообще, древняя культура, то есть это не только с исламом пришло. Вот так чаша делают, собирают энергию мироздания, а потом ими себя осеняют, потом протирают лицо вот так. Поняли как? Еще раз, вот так руки, значит, как чаша, которая принимает оттуда благо, а потом им осеняет. Это и есть значение вот этих действий, если вы, ну, то есть, если вы не знали. Так, еще раз делаем. Стекайся, ну вот иди, стекайся, вот так ты держишь руками и принимаешь этот поток. О, стекайтесь, реки воедино. Реки богатства с юга, с запада, с севера и востока. Открываю я именем Вышнего все истоки богатства и призываю их стекаться ко мне. Придите на мой зов, денежные силы, примите жертву мою, возрадуйтесь моему призыву. Пусть стекаются вместе золото и серебро, реки масла и меда, алмазные реки, стекайтесь воедино. Именем Вышнего я призываю богатство стекаться ко мне. О, пусть я стану главою богатства, не покидай меня, устроитель, держатель и поддерживатель. Да будет со мной щедрость мироздания. О, стекайтесь, золотые реки воедино, реки меда и масла, алмазные потоки, стекайтесь. Стекайся, река богатства, ко мне. Откройтесь, денежные истоки, оживись, 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 сила денежная и поток денежный. Через силу магии моим могучим заклинанием. Вселенная, услышь меня. И силы вселенские придут в движение, откроется денежный поток. Озолоти меня, обогати меня, и да будет поток денег стекаться ко мне. Истинно так. Так, еще раз.
О, стекайтесь воедино реки богатства с юга, запада, севера и востока. Открываю я именем Вышнего все истоки богатства и призываю их стекаться ко мне. Придите на мой зов, денежные силы, примите жертву мою, возрадуйтесь моему призыву. Пусть стекаются вместе реки золота и серебра, реки масла и меда, алмазные реки, стекайтесь воедино. Именем Вышнего я призываю богатство, стекайся ко мне. О, пусть я стану главою богатства, не покидай меня, устроитель, держатель и поддерживатель. Да будет со мною щедрость мироздания. О, стекайтесь, золотые реки, воедино, реки меда и масла, алмазные потоки, стекайся, река богатства, ко мне. Откройтесь, денежные истоки, оживись, 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 сила денежная и поток денежный, через силу магии и моим могучим заклинанием. Вселенная, услышь меня. И силы вселенские придут в движение, откроется денежный поток. Озолоти меня, обогати меня, и да будет поток денег стекаться ко мне. Истинно так. Итак, мы с вами провели, призвали удачу все вместе. А теперь хочу вам напомнить, если у вас будет желание показать свои алтари, вы можете скинуть Яне. Вы можете как раз уж вы открыли, то есть вот это все уже подготовили, можете в это время и снять, например, ролики о том, какие у вас были перемены, какие работы вам помогли, мало ли что. Можете снять, пользуясь случаем, отправить. Можете после снять, отправить о ваших переменах в жизни. В любом случае, иногда бывает, что лень или нет времени. Вот порой наступает такой момент, когда можно. Пожалуйста, всем пожалуйста. Я рада была с вами провести прямой эфир. Надеюсь, что повторим, потому что я думаю, что у нас есть такая нужда вместе получать обоюдно силу. Потому что, душевная усталость некая присутствует, собственно говоря. Через некоторое время кое-что еще с вами проведем, я думаю. Всем желаю удачи, всех благ. Просите и будете получать от Вселенной. Тут даже не столько верить обязательно, сколько уважать, почитать эти силы. И они будут к вам относиться благосклонно. А отплатят вам той же монетой. Всем удачи!